Всем привет, с вами Рэйчел. Сегодня у нас с вами довольно-таки интересная тема ролика. А именно мы поговорим о том, куда и на что нужно смотреть во время стрельбы в CSGO. Думаю, у многих из вас сейчас нахмурились брови, вы уже начали тянуться к клавиатуре в попытках написать что-то типа этого. Ты ебанутый? Конечно же нужно смотреть на прицел, это же логично. Так, молодой человек, вообще-то я глобал, я все знаю. Я вообще не понял, как я сюда зашел, что за лох у меня в рекомендациях. Ты че, идиот? Дизлайк, отписка. А теперь вспомните себя, вот вы контролируете точку с АВП, сконцентрированы так, что малейшее изменение текстуры в прицеле провоцирует вас на выстрел. Но по необъяснимой причине вы не попадаете. А почему? Наверное, просто не хватило реакции. Или же пинг большой. Да не, во всем виноват гей-пидорас. На самом же деле ответ скрыт лишь в 3 деталях. Первая заключается в этом. Смотрите на центральную точку в течение нескольких секунд. Я думаю, вы замечаете одну деталь. Точки вокруг центральной постепенно исчезают. Это происходит из-за особенностей строения человеческого глаза. Если мы долго концентрируемся на определенном месте, то все, что происходит вокруг точки концентрации, как бы исчезает с поля зрения. Часто бывает так, что ты как бы залипаешь в перекрестие прицела, и когда появляется противник, ты просто не успеваешь на него среагировать, так как замечаешь его позднее, чем это происходит на самом деле. Вторая причина — это, разумеется, пинг. Если ваш пинг в районе сотки, то с этим мало что можно поделать, так как вы видите все, что вас окружает, с задержкой на целую миллисекунду. Кажется, что это мало, но в FPS играх это играет огромное значение. Тут я могу только посочувствовать тем ребятам, которые живут довольно-таки далеко в Сибири и не могут играть в тот же самый помойный матчмейкинг с нормальной задержкой. Ну и третья причина — это то, что ты чрезмерно сильно концентрируешься на прицеле. Ты как бы смотришь сквозь него, поэтому опять же теряешь внимание на то, что происходит вокруг тебя. Хочу, чтобы вы вспомнили пару моментов с игры Pro Command. Чувак стоит под углом 90 градусов за стенкой и с одной пули убивает выбегающего из-за стены противника. Хочу уточнить, что соперник именно бежит, а не шифтит. Ведь если он идет на шифте, то у вас достаточно много времени, чтобы поймать его на банальной реакции. Так как же он это делает? Ответ кроется лишь в 2 критериях. Первое — это слух. Ведь с опытом вы можете определить моменты, когда противник выходит из-за стены именно что по шагам. А второе — это время реакции и верное позиционирование прицела. Ведь если бы вы держали прицел вплотную к стенке, то каким бы вы пиздатым 300 FPS зрением не обладали, вы бы все равно не смогли убить чувака, выходящего из-за стены за долю секунды. Вместо этого они держат прицел чуть в стороне от стены, а в это время смотрят на этот самый угол, откуда может появиться противник. Так у вас появляется чуть-чуть времени для того, чтобы вы смогли среагировать в момент, когда соперник находится уже на полпути между стеной и вашим прицелом. А если прикладывать к этому еще и звуки шагов и постепенно появляющийся опыт игры, то вы сможете убивать всех, кто появляется из-за укрытия, будь это внезапным мувом, либо же префайером. Также бы хотелось заострить ваше внимание на такой фишке, как накапливающаяся усталость глаз. Если вы на протяжении 30 секунд контролируете точку, а оттуда никто не появляется, то ваш глаз как бы привыкает к этим пейзажам и опускает мелкие детали, такие как пиксель головы противника, который торчит из-за укрытия уже как 5 секунд. Поэтому советую постоянно каждые 5-10 секунд менять не только свое местоположение, но и переводить взгляд на другую точку, чтобы вы постоянно видели новые, если так можно сказать, картинки. Так ваша концентрация будет на максимальном уровне. Во время стрельбы из автоматических винтовок хочу заметить такую фишку, что если в вас попадают и вашу модельку довольно-таки сильно трясет, то вы сами теряетесь и часто умираете. Замечали ли вы, что когда по про игрокам попадают, им как будто бы все равно на то, что их прицел трясется? Это все потому, что они концентрируются именно на противнике, а не на прицеле, не на положении своей модельки и уж тем более не на том, что их трясет и пиздец как страшно проигрывать перестрелку. Ведь имея в руках калаш или АВП, у вас есть около секунды времени, чтобы нацелиться даже в моменты, когда в вас попадают 4 пули из АК-47. Моментальные хедшоты, естественно, не считаются. Далее, во время движения от точки к точке тоже советую держать прицел довольно-таки близко к краю текстуры, откуда может появиться противник, но ни в коем случае не вплотную. Ведь вы должны оставлять небольшой зазор для той самой погрешности, когда вы заметили противника до момента начала стрельбы. А смотреть в момент движения нужно как бы наперед, например, на край двери, откуда может появиться моделька мудака, желающего вас заваншотить. Также не забывайте про верное позиционирование прицела, которое решает, наверное, 80% сложностей, когда на вас внезапно выходит противник. Ну что же, на этом я заканчиваю. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы узнали для себя что-то новое. Также хотел бы попросить вас вступить в мою группу в ВК и в Стиме, для того, чтобы вы всегда оставались в курсе дел, которые связаны с этим каналом. Также многие из вас спрашивают о том, где я беру музыку для своих роликов. Ребят, это строжайшая тайна, но если вы хотите слушать больше классной музыки, то просто подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте. Плейлист всегда открыт и почти каждый день пополняется отборными треками. Я очень рад, что вам нравятся не только мои ролики, но и музыка, которую я слушаю. Также не забывайте оценивать это видео лайками или дизлайками и подписывайтесь на канал, ведь дальше нас ждет еще больше интересного. Всем пока!